Привет всем! Сегодня мы поговорим о Фримине из Genshin Impact. Персонажа, который заслуживает вашего внимания, если вы ищете мощного дайвера в свою команду. Фримина — это 4-звездочный герой с крио-стихии, который обращает в свою силу не только ледяные атаки, но и массивный двуручный меч. Фримина известен своими способностями погружаться в самые опасные глубины. Он не только профессиональный и знающий дайвер, но и скромный герой, который предпочитает действовать за кулисами, избегая лишнего внимания. Вдобавок, Фримина является младшим братом иллюзионистов Лини и Линет и живет в приюте, дом очага, принадлежащий предвестнику Фатуй Арлекина. Давайте подробно разберем преимущества и недостатки Фримины, чтобы вы могли лучше понять, как он впишется в вашу команду в Genshin Impact. Преимущества Фримины. Гибкость в составлении команд. Фримин отличается тем, что его можно эффективно использовать в различных командных составах. Благодаря его умениям, наносящим как физический, так и крио-урон, он становится универсальным бойцом на поле боя. Простота в сборке. Основная характеристика Фримина — это сила атаки. Это делает его сборку относительно простой, так как большинство его навыков скейлится именно от этого показателя. Вы можете легко подобрать подходящие артефакты и оружие для усиления как крио, так и физического урона. Уникальные способности. Фримина не просто наносит урон, его элементальные атаки выполняют параллельно с физическими, что делает его удары особенно опасными. Также его пассивная способность уменьшает расход выносливости при плавании, делая его идеальным выбором для исследования новых локаций. Недостатки Фримины. Ограничения в роли крио-дамагера. Если пытаетесь использовать Фримина как чистого крио-дамагера, его урон может оказаться не таким высоким, как при стандартном физическом билде. Это связано с тем, что его умения лучше скейлятся от физического урона. Зависимость от определенных персонажей. Чтобы максимизировать потенциал Фримины, вам могут потребоваться специфические персонажи для комбинации или для активации определенных эффектов его умений, что делает его мини-универсальным в некоторых случаях. Сложности с интеграцией в некоторые команды. Из-за уникальной механики его умений, интеграция Фримины в команды, требующие определенных синергий или элементальных реакций, может быть затруднена. Теперь, когда вы знаете основные преимущества и недостатки Фримины, вы сможете более осознанно подойти к его интеграции в вашу игровую стратегию. В следующем разделе мы поговорим о лучшем оружии и артефактах для Фримины, чтобы вы могли максимально раскрыть его потенциал. Оставайтесь с нами и не забудьте оставить лайк, если видео оказалось полезным. Отлично! Перейдем к выбору оружия для Фримины. Важно выбрать такой меч, который максимизирует его потенциал на поле боя. Учитывая его уникальные способности и стиль игры, рассмотрим несколько вариантов, как 5-звездочных, так и более доступных 4-звездочных мечей, которые идеально подойдут Фримины. 5-звездочные мечи. Песнь разбитых сосен. Это ваш лучший выбор, если доступен. Меч обладает высокой базовой атакой и увеличивает физический урон, что идеально подходит для Фримины. К тому же, этот меч бафает весь отряд, усиливая силу атаки, что делает его весьма полезным в командных боях. Вердикт. Отличный выбор для тех, кто фокусируется на крио-уроне. Этот меч увеличивает урон от элементального навыка, что позволяет Фримине более эффективно использовать свои крио-способности. Небесное величие. Если у вас нет доступа к предыдущим двум мечам, этот меч может быть хорошей альтернативой. Он предлагает высокую базовую атаку и пассивку, полезную для усиления вашего героя. 4-звездочные мечи. Тени волны. Мощный крафтовый меч с хорошей базовой атакой и критическим уроном. Пассивка меча активируется при наличии целителей в отряде, что делает его особенно полезным для Фримины, который часто использует элементальные навыки. Прототип архаичный. Один из лучших вариантов, доступный через крафт. Этот меч легко получить, и он предлагает хорошую базовую атаку, что делает его идеальным для Фримины. Заснеженное звездное серебро. Еще один отличный бесплатный вариант. Этот меч увеличивает физический урон, что делает его идеальным для Фримины, особенно в комбинации с его способностями. Выбор оружия для Фримины должен зависеть от вашего стиля игры и того, какие задачи вы перед ним ставите.
Если вы ориентируетесь на максимизацию физического урона, предпочтение стоит отдать мечам, увеличивающим физический урон и силу атаки. Если же вы хотите больше акцентировать внимание на его крио способностях, выбирайте мечи, усиливающие урон от элементальных навыков. В следующем разделе мы обсудим лучшие артефакты для Фримины, чтобы вы могли оптимально собрать его и раскрыть весь его потенциал на поле боя. Не пропустите, подписывайтесь на канал и активируйте уведомления. Отлично, перейдем к выбору артефактов для Фримины. Подбор правильных артефактов – ключевой момент для усиления характеристик персонажа и увеличения его эффективности в бою. Основные артефакты для Фримины. Набор «Бледный огонь». 4 части этого набора идеально подходят для Фримины, так как он увеличивает физический урон на 25%, а также предоставляет возможность значительно повысить силу атаки после использования элементального навыка. Это делает Фримины более опасным на поле боя, особенно во время активации его навыков. Теперь давайте обсудим, какие именно характеристики следует учитывать при сборке артефактов и оружия Фримины, чтобы вы могли максимально использовать его потенциал в Genshin Impact. Основные характеристики для Фримины. Сила атаки. Это самая важная характеристика для Фримины, так как большинство его умений получает преимущество именно от силы атаки. Чем выше этот показатель, тем больше урона сможет нанести Фримины. Рекомендуемое значение 1600-2100. Это диапазон, в котором Фримина будет достаточно сильным, чтобы эффективно справляться с врагами на поле боя. Критический урон и критический шанс. Оптимальное соотношение между критическим уроном и критическим шансом должно быть около 1 к 2. Это значит, что если у вас есть 60% критического шанса, то желательно иметь около 120% критического урона. Увеличиваете показатели, вы увеличиваете шанс Фримины нанести критический удар и значительно повысить наносимый урон. Физический урон. Поскольку основной урон Фримины это физический урон, выбор артефакта с бонусом к физическому урону для слота кубка будет крайне эффективным. Этот бонус напрямую увеличивает урон от всех физических атак Фримины, делая его более опасным в ближнем бою. Восстановление энергии. Хотя этот показатель не является приоритетным для Фримины, умеренное количество может быть полезным, особенно если в вашей команде нет второго крио персонажа, который помог бы в восстановлении энергии. Рекомендуемое значение 120-140%. Это позволит Фримины чаще использовать свои умения и взрыв стихий, ускоряя аккумуляцию урона в бою. Сосредоточение на этих характеристиках позволит вам максимально усилить Фримины и сделать его одним из ключевых бойцов вашей команды. Помните, что настройка билда всегда должна учитывать ваш индивидуальный стиль игры и конкретные потребности вашей команды. Надеюсь, эта информация поможет вам оптимизировать Фримины для достижения наилучших результатов. Не забывайте тестировать различные комбинации, чтобы найти идеальный баланс для вашего игрового опыта. Да. Итак, давайте перейдем к тому, как наилучшим образом использовать Фримины на поле боя в Genshin Impact. Ротация и игровой стиль Фримины. Активация навыков. Начните с использования элементального навыка, который наносит как крио, так и физический урон. Это позволит Фримины быстро накапливать заряды, изменяющие и усиливающие его атаки. Базовая атака. После активации элементального навыка используйте 4 обычные атаки, чтобы максимально увеличить урон. Затем активируйте элементальный навык вновь для максимального урона. Использование взрыва стихий. Как только ультимативная способность накопится, активируйте ее. Во время ульты Фримины сокращает время восстановления своего элементального навыка, позволяя вам несколько раз подряд использовать его, что значительно увеличивает общий урон. Поддержка от команды. Перед активацией ульты Фримины убедитесь, что все нужные бафы от саппортов разданы. Это позволит максимально усилить его урон и эффективность на поле боя. Оптимальная ротация для максимального урона. Активируйте элементальный навык, проведите 4 базовые атаки, затем снова активируйте элементальный навык для финального удара. Раздайте бафы саппортов, активируйте ульту Фримины и следуйте ротации. Элементальный навык, потом 2 атаки, элементальный навык. Повторите это 3 раза во время действия ульты. Повторите эту ротацию, чтобы максимально увеличить урон и эффективность Фримины на поле боя.
И помните, что главное в управлении фримины — это поддержание активности на поле боя и использование его способностей в максимально возможных комбинациях. Экспериментируйте с разными стратегиями и настройками, чтобы найти то, что работает лучше всего для вашей команды. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить больше полезных гайдов и советов по Genshin Impact. Если видео оказалось полезным, поставьте лайк и активируйте уведомления, чтобы всегда быть в курсе новых публикаций. Спасибо за просмотр и до встречи в мире Тейват.